Привет, друзья! Диктаторы тоже плачут. Наш цикл программ об общих чертах мировых диктатур. В нескольких сериях мы рассмотрим, как создать тиранию в отдельно взятой стране. Эти инструменты использовали все диктаторы. Итак, тема нашего первого выпуска – культ личности и причуды диктаторов. Тираны свято верят, что создают идеальное общество, рай на земле. Но в реале этот Эдемский сад только для них и их ближайшего окружения. Но чем страшнее их обидки, тем беднее и угнетеннее живет их народ. Судите сами. Путин – безликая серая моль, невзрачный винтик репрессивной машины КГБ и подставка под чемоданчик Собчака. Лукашенко – директор совхоза, 30 лет на троне, сын доярки и сбежавшего отца. Кому еще картошки белорусской? Итак, все они считали или считают себя богами, но кто из них больше, а кто меньший? Давайте разберемся и составим свой пантеон. В нашем топе сегодня 5 известных диктаторов, которые очень сильно любили, чтобы их любили любой ценой. Ну а в конце выпуска мы определим, чей же культ был самым культовым. Пятое место. Сапожник Николая Чаушеску. Родился в простой семье, подцепил идеи коммунизма, а когда добрался до власти, потребовал, чтобы был уж сразу президентом со своим скипетром и безграничной властью. Даже его пес носил звание полковника. Товарищ Корбу имел комнату во дворце диктатора с телевизором и телефоном. Он, Корбу, жил лучше, чем большинство жителей Румынии, которых Чаушеску довел до крайней нищеты. В стране каждого приличного диктатора должны быть свои скрепы. День и ночь их сочиняли в секуритате. Это орган, который следил за тем, чтобы граждане смирно себя вели и правильно славили диктатора, и правильно снимали, чтобы при росте 1,68 м он выглядел на все два. Cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Для Чаушеску построили 20 резиденций в самых живописных местах страны. Ну и, конечно же, диктатор и его жена Елена ели из золотых тарелок, а испражнялись в унитазы из мрамора, тогда как жители экономили на еде и электричестве, чтобы государство оплатило внешние долги. Ради строительства монументального дворца правительства даже снесли исторический центр Бухареста. Все ради величия диктатора. O primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Впрочем, ни титул президента, ни скипетр Чаушеску не спасли. Его с женой едва не растерзала разъяренная толпа, ну а потом и расстреляли вовсе. Чаушеску, по версии обвинения, за время правления убил 60 тысяч человек. Четвертое место. Бункерный албанский диктатор. И когда я говорю бункерный, это не фигура речи. Во время правления Энвера Ходжи по всей Албании построили около 1 миллиона укрытий. Мало ли кто нападет. Он любил аплодисменты, цветы и детей, которые ему дарили цветы. С удовольствием откладывал дела государственной важности, чтобы попозировать для агитационных плакатов. Ну а еще он обожал купаться на камеру, пить дорогой коньяк и курить дорогие сигареты.
За 40 лет правления он убил более 5000 человек и репрессировал еще около миллиона. Все ради блага страны. Neve komunistëve e gjithë punonjësve nga kërkohet të jemi të armatosur me 2 lloj armësh. Armët e zjarrit dhe me idetë e марксизм-ленинизмit. Самый лучший день в жизни Энвера Ходжи случился в апреле 1938-го, когда он встретился со Сталиным. Старший брат помогал ему, давал людей для строительства предприятий, поставлял в Албанию продовольствие и даже НКВДшников. Под их чутким руководством Ходжи создал в стране тайную полицию Сигурини. Под аресты, допросы, депортацию и другие репрессии попало больше трети населения. Parti rini, bashkuar si një trup me popullin tonë, është mund të ketë forcë në botë që ta thyej këtë unitet. Самый худший день случился в жизни Ходжи, когда он встретился с Никитой Хрущевым. Тот покусился на все Ходжино святое – культ личности Сталина. Разочарованный диктатор разорвал все дипломатические связи с Советским Союзом, а позже и с другими диктатурами, а народу объявил, что страна переходит на самообеспечение. Албанцам запретили иметь машину, слушать рок и джаз, носить джинсы, пользоваться вражеской косметикой, но это только для смертных. Для себя и окружения Ходжи создал кварталы, где магазины ломились импортными продуктами, ну а рядовые албанские товарищи перебивались с хлеба на воду. Зато Ходжи придумал для них работу – строить бункеры, потому что весь мир – враги. Их понастроили везде – в горах, на побережье, в городах и селах. Но самый красивый и надежный был у лидера. За 6 железобетонными дверями, 3 километра тоннелей, сотни комнат, хранилище боеприпасов и даже концертный зал. Жемчужиной бункерной коллекции стал мавзолей в центре Тираны, в котором Ходжу так и не похоронили. Если вы думаете, что после смерти Ходжи в 1985-м народ сразу же возликовал, то нет. Коммунизм терзал народ, пока у него не лопнуло терпение и не разразился госпереворот. Албания до сих пор одна из беднейших стран мира. Там остались зараженные культом Ходжи, которые говорят: вот при нем порядок был. На 3-м месте отец туркменов – Туркменбаши. В 12 лет он уже знал, что будет президентом страны и что в нем сосредоточена божественная сила. Говорил, что может вызвать дождь и остановить его. Это не признание душевнобольного, а политические заявления Сапармурата Ниязова. Надо вот ее, вот это все соединять. Чтобы это было как в Париже. Лучше, чем в Париже. Да. Глава коммунистической партии Туркменской ССР после развала Союза сделал все, чтобы сохранить и приумножить власть в своих руках. А в 99-м Туркменбаши попросту стал пожизненным правителем. Я должен скромничать. Я как первый президент Туркменистана, может быть плохой, может быть не хороший, это оценка каждого, но ну, подумаешь, что, не нравится вам? В стране, где
где большинство граждан не могли даже нормально питаться, Туркменбаши возводил гигантские здания с золотыми башнями и ставил себе памятник из чистого мрамора. Лучший, конечно, в центре столицы – золотая 14-метровая вращающаяся фигура Ниязова на холме. Псевдофилософские труды Ниязова Рухнама изучали во всех школах. Чиновники произносили клятву верности и клали руку не на Коран, а на печатные мысли Ниязова. Ну и, конечно, в честь Туркменбаши переименовывали улицы, города и даже страну. Портреты печатали на деньгах, медалях и гербах. Одна из богатейших природными ресурсами стран мира по уровню жизни занимала последнее место во всем постсоветском пространстве, а в мировом рейтинге находилась где-то между Эфиопией и Эритреей. Все, кстати, друзья и партнеры России. Совпадение? После смерти Ниязова в 2006-м туркмены как бы должны были выдохнуть, но его культ сменился другим, а потом его сыном, тоже достойным наследником святых диктаторских скреп. Друзья, если вы все еще с нами, не забудьте поставить лайк видео и заодно написать нам, согласны ли вы с расположением наших диктаторов в нашем топе. Может быть, вы предложили бы более культовую личность? Напишите в комментариях. Итак, второе место. Чудо снизошло на северокорейскую землю. В хижине партизан на священной горе Пэктусан родился Ким Чен Ир. На самом деле мальчика звали Юрий Ирсенович Ким, и родился он в Хабаровском крае. Но тирану ни к чему факты, он может придумать свою историю. Солнце коммунистического будущего, железный всепобеждающий полководец, великий вождь, сошедший с небес. И это еще не все титулы лидера северокорейской нации. А он еще все время только о судьбе народа думает. Ну, так пропагандисты рассказывали, чтобы народ вину чувствовал за неподъемный груз, который тянет их лидер. Идеология Чучхе, коммунизма, замешанного на национализме, крепко держала народ в узде. Каждый выпуск новостей начинался песней о легендарных качествах лидера нации Ким Чен Ира. Ну и про ядерную бомбу не забывали, потому что вокруг же враги. 우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 시험을 단행하였다. Нация, правда, в это время голодала, пришлось даже подключать ООН, а вот стол тирана ломился. Великий диктатор страдал от ожирения. Он обожал английские сигареты, а на одно только виски Хеннесси в год уходило до $600 тысяч. Ким Чен Ир также слыл большим любителем кинематографа. Он даже пытался создать свой Голливуд. Даже пришлось красть актеров в соседней стране. Но все равно получалась дешевая северокорейская подделка. Что замечательно получалось у его режиссеров-постановщиков, так это многотысячные шоу, прославляющие вождя. Диктатора
пропаганда рассказала так. Лед на замерзшем озере раскололся, а стая сорок застыла в глубокой скорби. После его похорон по всей стране судили людей, которые недостаточно плакали. General, don't go. He cries out. 아버지 장군님, 어디 가십니까? 이 추운 날 속옷도 안 입으시고 웃으시며 어디로 가십니까? Первое место. Одиозный и яркий полковник Каддафи. Безумные наряды, на которые уходило по 15 метров ткани, тонны золотых украшений, усыпанные наградами мундиры, звериные шкуры и меховые накидки, очки, ботокс и крашеные волосы. Только враг революции может подумать, будто все эти излишества скромного бедуина – это все для народа Ливии. Когда-то Каддафи был пылким революционером, борцом с итальянским империализмом. Правда, как только он захватил власть, то не менее пылко прибрал к рукам весь нефтяной бизнес. Но не денег же ради, а ради идей республики Джамахирии, власти масс. Revolution made this country free. Джамахирия – это не коммунизм и не капитализм, а некая социалистическая форма, густо замешанная на законах шариата. Чтобы было понятнее, Каддафи и зеленую книгу о новом порядке сочинил. Все ливийцы должны были изучать этот поток сознания диктатора со школы. Каддафи был очень любвеобильным, а за собой возил личную армию амазонок-девственниц, которые были то ли его наложницами, то ли телохранительницами. Несмотря на огромное количество вилл по всему миру, тиран якобы любил спать в палатке. Огромный шатер во время заграничных поездок красовался то у Белого дома, то у Кремля. Do believe that the majority of the ordinary people in the four corners of the globe do love me because they have different vision from that of the official government. Каддафи грезил идеями о великом мусульманском государстве и мечтал создать свое США, Соединенные Штаты Африки, с единой валютой и документами. Но не сложилось. Тирана казнил собственный народ. Ливийцам надоели безработица, голод и репрессии. Все наши тираны так и не поняли, что глава государства – это не царь и не бог, перед которым все должны трястись на коленях, а наемный менеджер, который приходит и уходит. Нет богов в своем отечестве, как бы жадны и тщеславны они не были, они всего лишь смертные. Хотя один из них возомнил себя богом и даже запретил религию в своей стране. Любую. Ответьте, кто из наших топовых диктаторов это был? И получите чашку со слезами диктаторов. Пишите мне в комментариях ответ. Буду ждать на протяжении недели с момента выхода выпуска. Среди всех правильных ответов, если их будет несколько, мы выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Благодарю за внимание и прощаюсь.